Всем привет, друзья, вы на канале Ленивый Турист. Не знаю, кому как, но по мне так в Алтайском крае идеальный климат и погодные условия. Зима у нас настоящая, с сугробами, морозами под минус 40, а лето у нас жаркое до плюс 40. Да, и катаклизмы у нас довольно редкое явление, нет вулканов или торнадо. Но я бы не стал делать это видео, если бы все-таки они не происходили. Итак, присаживайтесь поудобнее и вспоминайте, чего необычного из погоды вы замечали, живя в Алтайском крае. Ну и не забудьте подписаться на канал и поставить лайк к этому ролику. Необычные облака. 28 февраля 2018 года барнаульцы начали массово делиться в соцсетях снимками необычных облаков в форме бороздок. Как выяснилось, они называются высококучевыми. Состоят в основном из переохлажденных капелек воды радиусом 5-7 микрометров с колебаниями от 3 до 24. Сквозь тонкие края высококучевых облаков просвечивают солнце и луна. Вокруг них часто наблюдаются венцы. Сквозь уплотнения просветов нет или они очень слабые. Из высококучевых облаков могут выпадать осадки в виде отдельных капель дождя или снежинок. Это облака в виде гряд, состоящих из пластин или хлопьев, которые могут сливаться в сплошной покров. Образуются на высоте от 2 до 6 километрах. Высококучевые облака, пожалуй, самый распространенный вид облаков в средних широтах, а вот в Алтае это довольно редкое явление. Глория. В феврале 2018 года алтайский фотограф Светлана Казина сняла необычный радужный ореол в облаках Глорию. Это явление наблюдается в облаках, расположенных прямо напротив источников света. Наблюдатель должен находиться на горе или в воздухе, а источник света — солнце или луна за его спиной. Глория представляет собой цветные кольца света на облаке вокруг тени наблюдателя. Внутри находится голубоватое кольцо, снаружи красноватое. Далее кольца могут появляться с меньшей интенсивностью. Угловой размер намного меньше, чем у радуги, 5-20 градусов, в зависимости от размера капелек в облаке. Глория является дифракцией света, ранее уже отраженного в капельках облака, так что он образуется от облака в том же направлении, по которому падал, то есть к наблюдателю. Недавно похожий эффект наблюдал еще один искатель приключений в республике Алтай, только там явление называли Брокинский призрак. Это явление хорошо известно, неоднократно описано даже в Википедии и называется Брокинским призраком. Это тень наблюдателя на поверхности облаков или тумана в направлении к противоположному Солнцу. Тень может казаться очень большой, а иногда и окружена цветными кольцами. Призрак может и шевелиться, иногда совершенно неожиданно, из-за движения облачного слоя и колебания плотности в облаке. Явление можно наблюдать в условиях горного тумана или облачности, или даже с самолета. То есть по факту автор видео снял собственную тень. Солнечная гала. Солнечная гала довольно распространенное явление, вот только зимой, когда стоит мороз. А вот такое явление летом очень редко. Впервые в Барнауле его зафиксировали в 1958 году, а в 2018 году в Алтайском крае его заметили дважды, 11 мая и 1 июня. Гала выглядит как светящееся кольцо вокруг источника света, похожее на радугу или северное сияние. Оно возникает в солнечный день при высокой влажности воздуха. Чаще всего гала проявляется в форме ореола вокруг Солнца, иногда и Луны, или вокруг других мощных источников света, такие как уличные фонари. Северное сияние. Вот уж что-что, а северное сияние жители нашего края не ожидают увидеть вообще. Уж слишком далеко мы живем от севера, чтобы наблюдать такое красивое небесное явление. Вот только жителям Барнаула в 1872, 1882 и 1941 года повезло куда больше. 1 марта 1941 года с 10 часов вечера в Барнауле и в районах Алтайского края наблюдалось полярное сияние. Северная часть горизонта неожиданно стала багрово-красной, напоминающей зарево отдаленного пожара. Окраска быстро менялась, переходя в зеленый цвет. Полярное сияние представляет собой свечение воздуха в верхних разряженных слоях атмосферы, возбуждаемое положительно и отрицательно заряженными частицами, вторгающимися в атмосферу Земли в периоды усиленной деятельности Солнца. Эти частицы, отклоняясь от воздействия магнитного поля Земли, сосредотачиваются вблизи магнитных полюсов, и поэтому световые явления наблюдаются преимущественно в полярных областях. Для наших широт полярное сияние достаточно редкое явление. Известны другие случаи подобных явлений на Алтае. 3 и 5 ноября 1882 года было отмечено одно из весьма блестящих северных сияний. Оба раза погода благоприятствовала этому явлению. Было ясно и морозно. Сияние продолжалось около 4 часов, начиная с 7 вечера. Блинчатый лед. В декабре 2017 года в одном из водоемов Алтайского края сфотографировали редкий вид льда – блинчатый. В природе такое явление встречается редко, когда температура воздуха колеблется около 0 градусов. Снимки сделаны на водоеме в селе Тагул, были опубликованы в Инстаграм и вызвали бурное обсуждение. Одни предположили, что это замерзшие пузыри, вторые, что это выход метана. Ледяные блины образуются, когда температура воздуха приближается к нулю. На поверхности водоема образуется снежная каша или снежное сало, состоящее из крупинчатого снега. Если температура воздуха понижается и
выпадает снег, снежное сало образует снежуру. Дальше к процессу приготовления блинчиков присоединяется ветер. Он разделяет снежуру на отдельные части, которые впоследствии обледеневают. На финальном этапе ветер и ледяная вода шлифуют льдины, придавая им круглую блинообразную форму. И если такие лепешки находятся на поверхности воды, то они начинают плавать, кружась как волчки. А вот если температура резко упадет и лед замерзнет, тогда на поверхности появляется нагромождение блинчиков. Смерчи. Обычно смерч или торнадо мы привыкли наблюдать в фильмах-катастрофах где-нибудь в Америке. Для них это далеко не редкость, и даже дома в отдельных районах страны проектируются с учетом этих катаклизмов. Но вот у нас увидеть настоящий смерч, а не просто вихрь метром высотой на дороге, это большая редкость. Но в последнее время смерч стал наведываться в наш край все чаще. В последние годы жители Алтая несколько раз становились свидетелями атмосферных вихрей, которые называют смерчами. В 2015 году такое явление видели в Бийске, в 2017 году в немецком национальном районе, в 2018 году смерч зафиксировали уже дважды в Рубцовске и в Каменском районе, и 24 августа 2021 года в Троицком районе. Слово «смерч» происходит с древнерусского «смырч» с первоначальным обозначением «облако, черная туча», родственно словами с корнями «мерк», например, «смеркаться» или «мрак». В метеорологии термин «смерч» используется для вихрей, сформировавшихся над морем, а возникшие над сушей называют тромбами или в Северной Америке торнадо. Однако в неспециальной литературе эти термины зачастую используются как полные синонимы. Плюс в декабре. Необычно высокая температура в декабре 2015 года побила 90-летний температурный рекорд в Алтайском крае. В первой и в третьей декаде месяца так сильно держался плюс. Строительство снежного городка на площади Сахарова приостановили из-за аномального тепла. В 2017 году в конце декабря прошли дожди, и ледовые фигуры растаяли. Но самым теплым месяцем декабрь так и не стал. Зеленая зима. Наоборот же, в 2016 году зима в Барнауле наступила необычно рано. С деревьев не успели опасть листья, а кое-где и вовсе березы с вязами были зеленые. Как тогда объясняли ботаники, из-за необычно теплой и сухой осени внутри листьев не успела сформироваться пробковая ткань, из-за которой они опадают. В итоге, конечно, деревья осыпались, но те растения, которые успели дать побеги после необычно теплого бабьего лета, могли плохо перезимовать и зацвести весной. Шкваловый ворот. 23 июня 2018 года в Барнауле произошел необычный сильный шторм. Его приближение выглядело как наступление апокалипсиса. Прошел ливень, град, прогремела гроза, были сильные порывы ветра, резко потемнело. Из-за этого город частично остался без света и воды. Произошли ряд ЧП. По словам очевидцев, в городе произошло несколько ЧП. Так, на проспекте Ленина кран рухнул на автомобиль. Очевидцы сообщают, что пассажиры автомобиля не пострадали, а вот крановщик, находившийся в этот момент в кране, погиб. На новом мосту на бок упали две фуры и грузовая «Газель». У прогулочного теплохода «Барракуда» оторвало веранду. На борту находились люди. Теплоход понесло дальше в течение в сторону острова. Большой рекламный баннер вырвало с корнем, и он упал на дорогу на улице Балтийской. В этот день город потрепало от урагана очень сильно. Осадки по одному сценарию. 2018 год в Алтайском крае вообще был богат на аномалии, чего только стоит теплая зима, затяжная холодная весна и жаркий июнь. Но оказывается, в этом году и осадки выпадали необычно. В марте по краю прошли обильные дожди, из-за чего ускорилось таяние снега и начался паводок в предгорных и степных районах. А в середине мая прошел снег, причем, как рассказал начальник Алтайского гидромедцентра Александр Люцигер, шел он по той же траектории, как и дожди, чего ни разу не было за все время наблюдений, констатировал синоптик. А на этом у меня все. Пишите в комментариях, какие еще редкие природные явления вы наблюдали в Алтайском крае. И не забывайте писать ваши письма вот на эту почту с интересными историями или местами, про которые вы бы хотели поделиться. Про самые интересные я сделаю видео. Ну и как всегда, подпишись на канал и поставь лайк этому ролику. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.